Я всех приветствую. Расскажу, как и на чем можно сэкономить, ремонтируя ванную комнату. Самое простое. Если вы решили уменьшить дверной проем ванной комнаты или туалета, используйте обыкновенный гипсокартон, поклеенный на клей для гипсокартона. Получается достаточно надежно и очень экономно. Никаких профилей, никаких сложных конструкций. Держится очень прочно. Расскажу, как можно сэкономить на плитке. Вот здесь у меня будет находиться ванная. Вот ее уровень. Ванна будет 80 сантиметров. Бывает и 70 сантиметров. На ваш выбор. То есть вот это расстояние мы никогда не увидим. То есть сюда можно укладывать плитку. Стандартная плитка 0,33 на 0,33. В моем случае можно уложить два ряда плитки. Плитку можно подбирать по остаткам. То есть мы ее никогда не увидим. Ни в цвет, ни в тон. То есть она будет под ванной. Но здесь плитку укладывать необходимо, потому что на ней будет стоять ванная. Два ряда плитки мы уже сэкономили. Но учитывайте ширину ванны. Далее. Когда мы будем укладывать плитку на стены, укладывать необходимо от профиля. То есть по всему периметру мы крепим профиль пристенный. Оставляя небольшой зазор на подрезку внизу плитки. За ванной мы это место плиткой выкладывать не будем. Но начинаем выкладывать плитку от профиля вверх. То есть мы крепим профиль по всему периметру. И от него выкладываем уже плитку. На всю стену. Во-первых, это будет ровно. Во-вторых, это будет красиво. Но что нам предлагают плиточники и также продавцы в магазинах плитки? Вот это у нас будет верхний край ванны. Допустим, верхний край ванны. Они предлагают сначала установить ванну, а потом от края ванны укладывать плитку. Почему этого делать нельзя? Почему я не рекомендую укладывать плитку от верхнего края ванны? Это огромные расходы у вас в будущем. Огромные затраты. Плитка выкладывается на очень длительный срок. Но ванну вы можете захотеть через 5, через 10 лет поставить другую. То есть другую ванну. Выдернув старую ванну, вы новую на прежнее место не поставите. У вас будет образовываться щель. В этом случае вам придется перекладывать всю плитку в ванной комнате. Поэтому плитку надо укладывать с нижнего края и вверх. В этом случае вы ванну старую вытащили, новую поставили на ее место. Вы ничего не потеряли. Вы получили огромную экономию денежных средств. Вам не надо будет перекладывать всю плитку заново. Следующий элемент экономии – это просто зашпаклеванные потолки в ванной комнате. Никаких подвесных потолков, ничего, просто шпаклевка. На шпаклевку уходит, не знаю, там полмешка шпаклевки, максимум мешок. Самая простая электрическая разводка в ванной комнате и самое элементарное освещение. Проще не бывает. То есть у меня распределительная коробка, шел один провод, я поставил еще одну коробку, завел сюда 4 провода. Вот у меня освещение, самое простое. То есть 2 лампочки у меня будут над входной дверью, как видите, провода. Просто 4 провода. И 2 лампочки освещения будут над умывальником. Самый простой вариант. Дешевле не бывает. 10 метров провода и 4 светильника. Стиральную машину, чтобы не тянуть лишние коммуникации, старайтесь устанавливать
рядом с канализацией, с подводом воды и с розеткой. Канализация обыкновенная. Развод труб ППРовских самый простой. Если у вас в квартире заведены некоторые трубы ППРовские, просто их заглушите. Здесь потом будет небольшой короб, так что их будет не видно. Чтобы не штробить лишние участки пола. Полотенцесушитель крепите в том месте, где выведены трубы отопления. Далеко коммуникации тянуть не обязательно. Полотенцесушитель много места не занимает. Как видите, он достаточно плоский. И повесить его можно в любом месте. Всем благодарю за внимание.